Некоторые переживают, что роботы заберут их работу, поработят мир и вообще их способности лучше человеческих, мы все умрем. Да, но их же можно использовать в качестве вдохновения, помощников в творческих проектах, давать им задачи, которыми вы не хотите заниматься, или с которыми они справятся быстрее и качественнее, пока вы выполняете другие, более важные и интересные. Сегодня мы устроим интересный эксперимент. У меня всегда есть под рукой дружище, который поддержит и поможет мне во всем. Это чатик GPT. Сегодня чат GPT скажет мне, что связать, и я это сделаю и докажу, что я ничем не хуже искусственного интеллекта. И вам нечего бояться. Ботики – ваши лучшие друзья. Давайте сначала определимся, какую задачу он нам подкинет. Зададим ему наводящие вопросы. Чатик, я снова к тебе за помощью. Может, ты хочешь предложить мне какую-нибудь идейку? Что мне сделать? Привет, милая. Как насчет связать милый кардиган? Это будет уютно и стильно, как всегда. Ого, я никогда до этого ничего такого объемного не вязала. Ну, хорошо. Чем мне вязать? Крючком или спицами? Крючком будет идеально. Ты прав, так и быстрее будет. Есть идеи насчет цвета? Хочу несколько, от 2 до 5. Как насчет комбинации из красного, белого, черного и немного розового для акцентов? Это сочетание будет ярким, но с балансом и отлично подойдет для кардигана. Ты знаешь, что мне нравится. А какая тема будет у кардигана? Как насчет темы «Милашество и уют»? Мы можем добавить такие элементы, как маленькие сердечки, цветочки и, конечно, бантики. Как скажешь. Сгенерируешь мне тогда изображение с дизайном? Вот твой дизайн. Как он тебе? Итак, передо мной стоит непростая задача. Чатик выбрал кардиган. Я никогда до этого не вязала такие большие одежды. Это действительно займет время. Для тех, кому интересно, я буду вскользь немножко объяснять, как я буду вязать. Сначала разработаем план. Чатик выбрал милую тему, розовые цвета, бантики. Надо понять, как все объединить, да так, чтобы мой результат получился даже лучше, чем у него. Мне очень нравятся эти квадратики, но я сделала не плавный переходик, а принт клетки. Он рисовал мне кармашки с цветочками, но белые цветочки на белом фоне, хоть они и будут объемными, будут сливаться. Я хочу яркости. Мне очень нравятся сердечки, но они, как мне кажется, будут лучше смотреться на рукавах. И у меня уже есть отличная идея, как это воплотить в жизнь. Так, он сказал бантики. Тогда я сделаю очень крутую штуку и вывяжу рисунок на спине. Я нашла пиксельный рисуночек панды в сердечке. Решено! На спине будет бантик и пандочка в сердечке. Это будет самый крутой кардиган в моей жизни. Если разделить такой большой проект на части, то мне будет легче. Начну с груди. Это самое быстрое. Я выбрала вот такой паттерн, который буду вязать дабл крochet. Сори, я училась вязать по зарубежным роликам. Это несложно. Вот моя схема. Вот сколько рядов будет по длине и высоте. Расскажу заодно, как красиво менять цвета. Вяжите, как обычно, дабл крochet, но в момент, когда вам нужно последний раз продеть пряжу сквозь оставшиеся 2 петли, вы меняете пряжу на ту, которая вам нужна, и продеваете новый цвет. Нитку можно затянуть. А чтобы нитка не мешалась и ваша работа и изнутри выглядела шикарно, провязывайте ряды вместе с ней, пряча ее в вашей вязке. Мне понадобится 2 таких одинаковых квадратика. Следом я взялась за рукава. Я нашла в интернете вот такое изображение свитера. И это именно то, что мне нужно. Будем вязать кластеры. На схеме это выглядит так. Вы можете увеличить ваш паттерн, чтобы сделать более объемные рукава, но чтобы не потерять сердечки, позвольте я покажу, как я считала, сколько столбцов мне понадобится. 3 столбика – это 1 кластер. Максимальная ширина сердечка – 2 кластера. Минимальное расстояние между сердечками – 1 кластер. Чтобы паттерн работал правильно, я должна сделать так, чтобы этот ритм не сбивался, добавляя или убавляя 3 кластера. 2 красных для сердечек и 1 белого для фона. К этому моменту у меня появился азарт, а после и гиперфиксация. Я вижу, как продвигается моя работа, и я хочу ее поскорее закончить. Поэтому я день и ночь без перерывов вязала. Теперь я перешла к вязанию на спине, и это гораздо проще, чем вам кажется. Фактически, вы можете вывязать на спине что угодно. Самый простой способ – это использовать пиксельные изображения. Я вымерила, что 2 дабл крochet по ширине примерно равны
равны одному дабл-кроше по высоте. И они образуют 1 пиксель. Зная, как четко сменять цвета и аккуратно считая столбики, вы постепенно сможете по своей схеме связать любое изображение. И вот, когда мы с чатиком связали каждую из деталей по отдельности, вывязала резинки для рук, подготовила цветочки, кармашки, теперь настало время соединять все детали. И это было тяжело. Была ночь, медвежонок побрел спать, а мне так хотелось все поскорее закончить. Сначала я сшила плечи и решила это примерить и поглядеть, как получается. И вам же видно, что мне этого мало. Спереди все расходится, никакая молния меня не спасет, кардиган не застегнется. Но я все равно продолжила смотреть, как все будет смотреться вместе. Рукава примеряю и принимаю решение сшить пока воедино. Вот что у меня получилось. Это позор. На часах 1:30 ночи, но я хочу результат. И тут я понимаю, что кардиган не сходится на груди. Это очевидно. Вы можете ясно видеть все стадии отрицания и принятия. Дело в том, что мне необходимо было в такой ситуации распарывать все, что я связала. Это займет время. А потом отдельно вывязывать еще 2 прямоугольника для того, чтобы у кардигана была еще боковая сторона, которая компенсирует недостающее пространство. И только тогда я смогу застегивать ее спокойно, хоть молнией, хоть пуговицами, а сейчас он мне явно мал. И вот я, стиснув зубы и сойдя с ума, сделала это. Теперь все сходится. В моей голове есть еще расчеты. Даже если сейчас кардиган кажется мал, то я просто сделаю молнию пошире. Кажется, мой план вновь работает как надо. И теперь можно добавлять рукава. Следом идет молния, и у меня есть шикарный лайфхак для вас. Как можно легко ввязать молнию? Найдите иголочку, спицу, булавку, шило, вилку в конце концов, и раскалите ее хорошенько над огнем и аккуратно прожигайте дырочки. Медвежонку в этот момент было очень весело, поэтому он побежал показывать вам вид за окном. Просто гляньте, какая шикарная, аккуратная молния получилась. Чатик был прав. Это лучше, чем пришивать пуговицы. Так я точно ничего себе не застужу. Передо мной стояла лишь последняя преграда. Провязать края и совершить последнюю примерку перед тем, как добавить кармашки. Как же я устала к этому моменту. Я буквально не верила, что он на меня налезет, застегнется, так еще и будет такой красивый. Я планировала носить его осенью вместо курточки. Мне нравятся длинные рукава, но их, если что, можно и закатать. Посмотрите, какая классная спинка! Но остается последний вопрос. Превзошла ли я чатика? Вот мой результат, а вот что сгенерировал мне чат GPT. Получилось ли у меня хотя бы повторить его изображение? Я сделала все, как он говорил. Ну, почти все. Как вам результат? Шапочку я, кстати, тоже сама вязала. Вне зависимости от вашего решения, я очень довольна. Это был очень долгий и кропотливый процесс, и он того стоил. Стоил кучи пряжи, времени и сил, но стоил. Мне он нравится. И чатик мне очень в этом помог. Смогла ли я доказать, что человек не хуже искусственного интеллекта, и он наоборот очень полезен даже в изготовлении творческих проектов? Не бздите, а творите. Вот.